Бразилии плохо развито железнодорожное сообщение. Если ездят поезда, то чаще всего грузовые. Поэтому перемещаться между городами проще всего на автобусах. Есть еще и самолеты, но они, естественно, дороже. Сейчас мы из Сан-Паулу выезжаем в Рио-де-Жанейро. Вот наша платформа, второй выход. Очень много здесь платформ. Люди ездят, путешествуют. Здесь есть киоск, можно купить перекус, воду с собой в дорогу, но цены здесь примерно как в аэропорту. Вот приехал наш автобус, на котором мы поедем. Это остальные автобусы. Есть также вип-зал. Здесь побольше сидячих мест для ожидания. А в общем зале почему-то практически нет сидений. Сейчас сдаем багаж, багажное отделение. Один билет до Рио-де-Жанейро стоит 110 реалов, это где-то 22. Ехать 6 часов. Наверху есть лампочка, кондиционер. Также на борту есть Wi-Fi. И еще нужно откинуть сиденье. Сейчас мы проехали место, которое называется Грай. Обычно мы, когда ездили здесь на автобусах, там останавливаются автобусы, там есть буфеты, магазины, можно купить воды, нормально поесть. Но мы проехали без остановки. Видимо, этот автобус не делает остановок. В общем, автобус развернулся, и мы все-таки приехали в этот Грай обедать. Так, кажется, сюда мы заходим. В буфете выбор очень маленький. Вот то, что нашла: макароны и морковь вареная, помидор какой-то. Это вот то, что Азиз нашел, почти то же самое. Остановка где-то 25 минут или полчаса, поэтому рассиживаться нельзя. Быстренько едим и бежим обратно в автобус. Мы быстро поели. Но скажу, что еда была прям сильно невкусная. Это на других остановках было обычно вкуснее. Но это прям выдающаяся невкусная еда и очень маленький выбор. Это женский туалет. Большой супермаркет. И там кассы. Есть касса самообслуживания, есть касса обычная. Так, и получается на выходе можно идти. Вот он, наш автобус сзади. Мы отправляемся где-то через 5 минут. Получается, проехали уже полпути, и здесь стало значительно жарче, чем в Сан-Паулу. Чем ближе к Рио, тем жарче становится. Объявляют, что наш автобус отправляется через 3 минуты, поэтому заходим внутрь.
Билет обошелся нам примерно в $13. Мы уже снова в пути, осталось ехать около 2 часов. Вообще мы раньше путешествовали на двухэтажных автобусах и сидели где-то посередине салона, и так всегда было очень холодно, потому что здесь работают кондиционеры, поэтому лучше взять с собой какую-то теплую одежду. Я вот тоже взяла свитер, но именно в этом автобусе почему-то жарко, кондиционеры работают не так сильно, поэтому вполне комфортно сидеть и в футболке. Есть туалет, чтобы им воспользоваться, лучше подобрать ровный участок дороги, потому что сходить в туалет в автобусе сложнее, чем в самолете, понадобится некоторая сноровка, но если ситуация критическая, то, конечно, это хорошо, что он здесь есть. Приехали наконец на автовокзал Рио-де-Жанейро. Так выглядит автовокзал Рио-де-Жанейро. Ехать с автовокзала можно либо на Uber, либо на городском такси. При этом городское такси стоит дороже раза в 2. А Uber не может подъехать туда, где очевидный первый выход. И нам пришлось подняться на 2-й этаж, там где фудкорты, спуститься по другому эскалатору. И здесь есть выход, куда могут подъехать также и другие такси. Здесь вот люди вызывают такси, ждут. И туда подъезжают машины. Наше такси приехало, у нас все хорошо, мы отправляемся теперь в апартаменты. Хотели заселиться до темна, но посмотрим, скорее всего успеем.